Добрый день, с вами Ольга Канунникова, и сегодня я решила показать вам, как можно сделать выкройку обычного цветка, снять с него копию. Будем использовать утюг. Этот метод использую не только я, но просто знаю, что не все знают, что это можно делать самим. Итак, у меня розочка. Она уже у меня практически завяла, и я сняла с нее лепестки, вот внешние, которые вот здесь были. И практически здесь уже остался один только бутончик. Он меня порадует еще немножко сегодня, потом, может быть, завтра я его выкину. Вот, что я сделала? Я взяла уже засохшие листики, вот они у меня такие, даже уже, видите, они засохли, я уже их немножко смочила водичкой. Вот здесь вот был вот такой вот листик маленький. И сняла один листик чашелистика. Вот он у меня был вот здесь, вот такой. Выкройку с него я буду делать, а этот цветочек поставим. Пусть у меня сегодня он еще постоит и порадует меня на столе. Из тех листьев, которые я взяла, я выбрала вот листья. Самый большой, это будет самый внешний был ряд, 3 штуки. Потом за ним были вот эти, потом были вот эти и вот эти. В принципе, 4 вида листьев нам вполне хватит. Те листики, которые идут вот под бутон, они могут быть либо такими, либо чуточку поменьше. Но, в принципе, вот даже делать вот такие, это будет очень даже хорошо. Итак, вы запомнили, каждого вида по 3 штуки. Единственное, еще идет бутон, то там надо сделать как минимум 6, даже 7 штук. Потому что один лист у нас идет, просто мы когда обвертываем вот эту ватную нашу середину. Итак, что мы делаем? Мы работаем с вами на газете. Вот у меня газета толстая, такая российская нам достаточно. Работаем на ней, кладем на стол. Плюс идет у нас лист бумаги, на который мы будем все раскладывать. Раскладываем мы все сначала лепестки. Вот как они у нас пойдут. Мы их полностью как бы разложить особо не сможем, чтобы вот без складочек они получились. Но тем не менее, вот даже вот в таком виде они вполне нас устроят. 2, 3 и 4. Вот. Дальше мы возьмем чашелистик, лист чашелистика положим сюда. Потом листик, который был самый первый под розочкой. Вот он такой маленький. Положим сюда. Далее мы положим так, вот этот вот самый нижний был лист. И я бы еще хотела, вот, чтобы вот этот листик, вот эта веточка еще листиков у нас получилась. Мы ее кладем вот так. Вот примерно вот так. Даже если какие-то там части листиков у нас не будут видны, ничего страшного, там можно будет потом дорисовать. Итак, вот мы разложили все наши детали нашего цветка. Теперь нам нужно просто закрыть их другим листом. Теперь берем разогретый утюг и утюгом аккуратно разглаживаем. Вот так проглаживаем, уходим по всей поверхности. Нам нужно, чтобы остались только следы от всех деталей. Потом мы возьмем ручку или карандашик и все детальки, все по контуру мы обведем. Так, смотрим, что получилось. Вот, нам надо просто, чтобы все детальки наши как бы расправились, да? Потом их очень легко будет обводить. Потому что если мы возьмем просто лист, он у нас объемный, и ничего с ним такого не сделаешь. А когда он немножечко привял, подвял чуть-чуть, он же более такой. Главное тут момент определить, чтобы он не слишком усох, чтобы мог наибольше вот раскрыться, расправиться. Вот этот момент нам нужен. Ну вот, пожалуй, так хватит, потому что в принципе тут вот сейчас выключу утюг. Листочек один у нас вот.
А теперь только берем. Утюг можно убрать совсем, чтобы нам не обжечься. И теперь просто берем. Вот, в принципе, конечно, если поднимаем, мы видим контур, но лучше взять уже ручку и вот так по контуру обвести все наши детали. Вот одна деталь готова. Берем вторую деталь. Смотрите, вот здесь вот немножко загнулось, это значит вот примерно такое расстояние нужно здесь добавить. А вот здесь, смотрите, вот это все, это мы тоже обрисовываем. Следующий лепесток. Вот опять немножко увеличиваем здесь за счет того, что небольшая складочка. Здесь вот так. И получили третий лепесток. Четвертый лепесток у нас вот такой. Сейчас, секунду, я его разложу. У основания, вот видите, вот, то есть вот этот хвостик я дорисовала. Все. Вот такой интересный листик, чашелистика. Раз. И потом вот тут краешек. Здесь вот так. Здесь вот так. Здесь. Все. Вот что получается. Обводим теперь листик, который был сразу под розочкой. Он у нас такой резной. Вот у нас какой получился. Обводим теперь листики, веточку листьев. Даже стебелек можно обвести, который у нас находится, на котором находятся листики. Это чтобы вы знали, как идет, как примерно это должно выглядеть в природе. Ну вот одна веточка готова. И осталась последняя веточка. Сейчас мы ее тоже зарисуем. Смотрите, интересно, вот сама веточка, вот она идет нормально, а потом уже в конце, сейчас покажу. Видите, она как утолщается. Вот здесь как будто добавлено. И это, кстати, на всех ветках я обратила внимание. Когда сама делала розочки, я делала как бы веточки одинаковые. Оказывается, вот они не такие. С таким утолщением это даже очень удобно, что можно будет прицепить к самому основному стеблю. Вот, все, что загнулось, мы показываем. Так, тут осталось 2 листика. И сейчас посмотрим, что у нас получилось. По листикам мелкий-мелкий-мелкий зигзаг. Вот практически все, что мы с вами подготовили. Вот такая выкройка. Это уже эксклюзивная выкройка. Это уже чисто ваша выкройка. Вы ее можете, как бы авторская выкройка. Вот таким образом можно делать выкройки из настоящих цветов. Спасибо за внимание. С вами была Ольга Канунникова.